упала и разбилась. И пошла, вот прям я чувствую, как черная на меня, на глаза надвинулась, и все. Больше я не помню ничего. Но спрашивал, почему я не в контакте с Владимиром Владимировичем. Интересовалась, куда я спрятал золото. И в момент, когда он отворачивал, он меня крупом еще по стене растер. Состояние какое-то было безжизненное. Ну, а потом еще прибавилось то, что горлом кровь пошла. Они просто боятся сказать, да, сказать самую тяжелую, так сказать. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправились за поводом на север Германии. Пейзажи Нижней Саксонии завораживают. Бережно сохраненные леса с вековыми деревьями, национальные парки, бескрайние пастбища и поля. Кроме того, благодаря своему климату и традициям, эта федеральная земля является центром немецкого коннозаводства. Ганновер, Альденбург, Оснабрюк, Целле, Фехта, Ферден – все это Нижняя Саксония или Нидерсахсен, как здесь говорят. Именно здесь, возле городка Бремерфёрде, находится конный клуб наших героев. Причем в данном случае мы имеем все основания называть этих людей героями во всех смыслах этого слова. Сегодня мы побеседуем с Инессой и Анатолием Меркуловыми. Ой, как я рада вас видеть! Здравствуйте, 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 здравствуйте. Анатольчик, здравствуйте, здравствуйте. Ну все живы-здоровы, да? Все нормально, мы до вас доехали. Наконец-то! Хотел спросить, такой камень я увидела, что это такое? Это был камень здесь положен в момент, когда Основание, начали да? основание Остыхов. Сейчас он называется Остыхов Инесса, официальное название. Да, писать будет. Да, да. Хорошо, Пойдем, ну просим. приглашайте, да. Очень давно к вам хотела приехать. Ну, то вы на разъездах, то я не могу выбраться. То коронавирус. То это теперь коронавирус, да? Но на самом деле из-за коронавируса вы все-таки оказались здесь. Да, и мы встретились. Я думаю, не стоит долго рассказывать о том, кто такая Инесса Меркулова. Одна из самых титулованных современных всадниц нашей страны. Участница 4 чемпионатов Европы и 5 чемпионатов мира, включая Всемирные конные игры в Трионе в 2018 году. Инесса – 7-кратная финалистка Кубка мира, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио. Дважды она награждалась национальной премией ФКСР Awards как лучшая спортсменка по выездке. Вплоть до прошлого года Инесса занимала пост старшего тренера нашей национальной сборной по выездке. Кроме того, Инесса и Анатолий Меркуловы известны в нашей стране тем, что являются руководителями знаменитого конноспортивного клуба «Новый век». Вам после такой плодотворной, очень насыщенной работы в Москве здесь не скучно? Здесь тоже работы хватает. Да, у нас Он тут... вроде бы небольшой комплекс, но все равно требуется постоянно какая-то модернизация или еще что-то. Что-то вы уже здесь, вот в том состоянии, в котором вы его приобрели. Сейчас вы уже что-то в него вложили, Ну, чтобы... во-первых, все плацы были заново сделаны. все плацы заново. И манеж, И заново манеж, новые грунты. Да, и манеж, грунт мы поменяли. То есть это полностью. очень серьезные такие вложения, да? Финансово емкие. Да. Крышу мы ремонтировали, сколько покрасок, замена дверей была. Конечно, много. Мы его взяли в плачевном состоянии. Дело в том, что комплекс не эксплуатировался в течение 4 лет. За 4 года, конечно, он, так сказать, пришел В упадок, в да? упадок. Да. Более того, как я понимаю, так сказать,
Никто же его просто так не отапливал. В зимний период времени, хочешь не хочешь, какие-то холода были. И, естественно, где-то там что-то разморозилось, где-то потрескалось, по стенам пошли трещины. Ну, надо было приводить в порядок. Это достаточно серьезная, большая работа. Мы сначала все время выезжали с лошадьми в Европу, но так как возить лошадей из-за одного или даже двух стартов такие расстояния, ну просто нецелесообразно. И тогда мы вот подумали и решили, что надо, наверное, найти какую-то свою базу, где мы будем спокойно стоять, куда смогут и всадники из нового века приезжать, которые ездят на соревнования. Со всех этих позиций вот было тогда у нас принято решение найти здесь базу, но я, как всегда, говорила, давай 20 голов, не больше. Поменьше, да, Да, хотели? но в связи с тем, что полноразмерный манеж найти только с 20 денниками практически было невозможно. Тогда манежи были маленькие. И мы вот приняли решение, что мы возьмем эту конюшню. Долго вы ее искали? Долго. Мы много ездили, посмотрели много баз. И это была последняя. Последний? То есть Да. вы пересмотрели все, что продается, да? Но основная цель как была, так и остается. И мечты мои, они больше направлены, так сказать, не на создание какого-то необычного и интересного для всех клуба, а скорее всего на достижение спортивного результата. Этой зимой весть о том, что Инесса получила страшную травму, поразила весь мир выездки, далеко за пределами нашей Родины. Искусственная кома, борьба за жизнь, реабилитация – все это сейчас позади. И вот, наконец-то, Инесса и Анатолий могут рассказать нам, что им пришлось пережить. И главное, как они это смогли преодолеть. Ну, 28 января вечером мне... Да, я был в Москве в это время, но у меня был взят билет, на следующий день я должен был вылететь. Так и так. Вот, и мне позвонила Надежда, коновод Инессин, и сообщила, что Инесса упала и разбилась. Да, такие термины были, так сказать. Я воспринял, конечно, как должен был воспринять, как любой бы на моем месте воспринял. Тут никак по-другому не воспримешь. Я хочу об этом рассказать, чтобы вот всадники не совершали таких ошибок, как я. То я квалифицировалась, первое, это на финал Кубка мира. Второе, я понимала, что практически до Олимпиады, чтобы подготовиться, доказать свой статус сборной, я должна находиться здесь и выступать. Вот. И у меня не получилось ни дня отдохнуть, я все время работала. Прям с дороги, прям С дороги сразу, и да. до дороги я спала практически по 3-4 часа последние дни. И видно, у меня наступило сильное переутомление, потому что у меня несколько дней стала кружиться голова. Это у меня был 6-й конь, уже вечер, и я стала садиться и переодевала на него другие шпоры. И коновод держит мой, Надя, рядом коня, и я одеваю шпору, и наклонилась, и вдруг понимаю, что я сейчас упаду. Я ухватилась за стул и говорю, ух, как сильно. Говорю, не дай бог так на лошади. И одела шпоры, а Надя мне еще говорит, Инесса Викторовна, вы так плохо себя чувствуете, давайте я погоняю на корде, что сделается, лошадь готовая, большепризна. Я говорю, не, Надь, на нем надо очень хорошо выступить, попасть в кюр хороший, он последний. Я говорю, сейчас чуть-чуть погалопирую туда-сюда, чтобы он брался, принимался, и все, я говорю, не буду много. И еду 2 круга где-то, я проехала галопом, шире-короче, и вдруг понимаю, что у меня начинает кружиться голова сильно. И вот если бы у меня была в тот момент какая-то возможность, я бы, может, даже и спрыгнула, но она сразу резко начала кружиться. Я помню еще то, что я помню, это то, что я стала трясти головой, потому что я уже не понимала, где вверх, где низ. До такой степени сильно это было. Вот. И все. И я чувствую, что мне затошнило, и пошла вот прям, я чувствую, как черная на меня, на глаза надвинулась, и все. Больше я не помню ничего. Приехал сюда и здесь уже, так сказать, более подробно узнал все. А до этого, так сказать, трудно было понять,
был перепуган тем, что пытался перезвонить всем, кто находился здесь, и той же самой Надежде, и нашему водителю Саше Максименко, помощнику моему, по сути. Но никто из них трубку не брал. Меня это, конечно, насторожило. Я думал, что они просто боятся сказать, да, сказать самую тяжелую, так сказать. Что я упала на шею, ну, то есть бросила все поводья. Лошадь каким маневром? Галопом шла. Да, я упала на шею и все выпустила из рук. Естественно, когда я упала, у меня ноги со шпорами уехали назад, то есть я еще цепляла лошадь, но я висела уже без сознания, то есть я уже этого не помню. И он прошел в стенку и пошел круг. Он ничего не стал делать, не ускоряться, не подыгрывать, ничего. Просто когда он зашел в поворот, а так как я шла, я работала как раз-таки вот эти средний галоп собранный, и он шел пошире, чем собранный галоп, то получился крутой поворот на галопе. Я-то не сократила. И он заходит в этот поворот, и я начинаю выпадать. Ну, съезжать в сторону, потому что я не держусь. И вот я съехала в сторону, и в момент, когда ударяюсь об стену, он испугался и просто отвернул от стены. И в момент, когда он отворачивал, он меня крупом еще по стене растер. И вот он тебе сжал легкие? Ну, точно никто не знает, потому что Надя была закрыта вот конем. Она не видела, как это произошло. Вот. И сам момент. Вот. Она только что, когда конь отбежал, он сразу остановился, отбежал. Она увидела, что я лежу. Ну и говорит, что уже когда подбежала ко мне, конечно, там был ужас и все, потому что я не могла дышать, состояние какое-то было безжизненное. Вот. Ну а потом еще прибавилось то, что горлом кровь пошла. Ой, ужас какой. И на следующий день прилетел, сразу же поехал в больницу. Там выяснилось, что все действительно очень тяжело. Очень. Стали ждать. Ну, естественно. Ждать, посещать. Это было очень тяжелое время, но когда вы забрали Инессу, то наступило какое-то облегчение или наоборот был какой-то страх, а что дальше? Нет, когда... Из госпиталя. Понимаешь, в конце концов, да, ситуация это была на момент, когда все произошло, она была крайне тяжелая. Но, в принципе, было ясно, что мозг не поврежден, голова цела, позвоночник цел, движения, в принципе, все сохранились. Значит, при такой ситуации единственное, что было непонятно, как адаптируется она, да, после комы. Кома, хотя и естественная, искусственная была, да, неестественная, поэтому это легче, она все-таки каким-то образом контролировалась, эта кома, да. Вот. Но для меня было очень страшно мое беспомощное состояние, когда я не могла повернуться в кровати, меня поворачивал муж, еще в больнице. Конечно, я хочу сказать, что вообще то, что я вылезла, встала на ноги и вообще могу ездить, это полностью его заслуга. Сколько он меня ворочал, таскал мне руки, давил, чтобы я этой гимнастикой занималась, вот с усилиями. Совсем. Он лег со мной в больницу. Он верил. Лег в больницу, лежал, не выходя в этой больнице, чтобы быть рядом со мной, потому что я не могла ни повернуться, ни встать. Сначала меня кормили с ложки. К моменту выписки, честно говоря, уже не было никаких сомнений в том, что она совершенно адекватна, все в порядке. И поэтому, так сказать, когда мы уходили на реабилитацию, у нас было на 100% понятно, что она вернется к нормальной работе. Единственное, что было непонятно, как скоро это произойдет. Когда ее выводили из комы, вот последний раз, вы с ней были? Ну, понятие выводить из комы, это же такое, все предполагают, что
вышел человек из комы, и все, и сразу же начал... А как? Я просто не знаю. Нет, все это происходит постепенно, первоначально, там, как на короткий промежуток времени, открывает глаза, узнает, если узнает, может и не узнавать, но факт то, что кома же она поддерживается при помощи седативных всевозможных препаратов, и в зависимости от того, сколько их вводят, столько и настолько человек находится в состоянии глубокого сна, скажем так. Короче говоря, в конечном итоге постепенно она начала приходить, правда, в себя, но не вполне адекватно там спрашивала. Узнать-то она меня узнала, но спрашивала, почему я не в контакте с Владимиром Владимировичем, например. Вот. Что он сказал по поводу, так сказать, кроме того, интересовалась, куда я спрятал золото. И, конечно, когда я уже после реабилитационного центра меня привезли, правда, я честно хочу сказать, я еще еле доехала, и там ходить я не могла, меня Толик только на каталке этой катал, я еще не ходила. Привезли меня сюда, кое-как я поднялась, неделю даже не могла выйти к лошадям, просто дома бесперестанно в комнате занималась гимнастикой, чтобы как-то начать вставать. Вот, и потом... Больно было? Ну, больно, конечно, да, потому что, во-первых, даже от простой ходьбы болели мышцы так, что я утром просто не могла встать на ноги. Я стану, 5 секунд постою, опять сяду. Невозможно, сильные боли были. Потом сами ночи были, конечно, тяжелые, потому что вся правая сторона сломана, и грудина, и плечи, и ребра, все болит. И там же и шрамы от операции еще не зажившие, потому что мы сбегали с больницы из-за коронавируса. Из-за коронавируса вы покинули больницу раньше, я чем... должна была еще лежать. То есть вы еще... Ой, что вы... Да, и и тут более опасно, того, и у домой меня опасно. даже не были заживлены еще послеоперационные швы. И мне здесь их перевязывали. Хорошо, у нас ветврач тут, Алена наша, с нами была, она колола уколы, Толик перевязывал, мы все это смотрели с дренажами, чтобы все это, ну, как-то заросло. Конечно, был страх. И мне говорят, надо к врачу идти. Я говорю, я не пойду, все болеют. Куда мне с поврежденными легкими еще какой-то... В зоне риска, получается. Да. И я просто, вот такая безвыходная ситуация, и ты понимаешь, что тебе не на кого надеяться, врачей нет. Врачей нет. Да, тебе никто не поможет, что надо каким-то образом что-то делать, выкарабкиваться самой. И я через силу, мне говорили, не спеши, нагрузка. Я тут до того, что я вот просто пройдусь чуть-чуть, там 10 метров, и мне надо 2 часа лежать. И более того, я даже когда уходила ходить вдоль конюшни, это 40 метров. Толик был здесь на балконе, говорит, Толик, если меня долго нет, иди. Потому что, может, я упала и встать не могу. Вот. Ну вот это вот так вот продолжалось, но я, конечно, очень хотела, для меня, я всю жизнь... Сила воли просто потрясающая. У меня врачи в больнице сказали, что я первый пациент у них такой. Да, там уже пожилые врачи, но они сказали, что я первый пациент, который все время тренируется. И говорит, мы как не зайдем, ты занимаешься. Но это для меня моя дорога жизни, потому что я по ней сначала могла дойти, помнишь, только до этих дверей. И говорила, пошли назад от дома, потом цель была до конюшни дойти, потом назад вернуться. И, в общем, потихонечку, потом надо было, никуда ж нельзя выходить, карантин, коронавирус. Потом здесь пробежать 10 метров. Потом я пришла и говорю, Толик, я пробежала все расстояние в конюшне. Но они все смеялись, как я бегаю, потому что говорили, я смешно. Мне казалось, что я бегу, я задыхаюсь, а я на месте еле-еле ноги поднимала. Насколько человек не ценит то, что вот он может спокойно двигаться, спокойно, Не задумываясь встать, да. Потому что я все время думала, так, как мне встать с кровати?
туда надо опереться, там надо облокотиться, туда и получится или не получится. А ты делаешь это и не замечаешь. Значит, я уже стала более-менее ходить. Значит, я думаю, надо сесть, надо вообще сесть на попробовать. лошадь, да. А мне говорят, куда-то, ты не твердо Сколько стоишь. прошло время со дня? С выхода из комы ровно месяц. Ровно месяц. И То есть Толик это был очень очень много, да. занят здесь чем-то. Он мне не разрешал садиться. И вообще мы планировали, что я сяду где-то в сентябре, может быть, в августе. Если все будет хорошо. Тут я думаю, ну ходить-то я могу. На лошади мне удобнее сидеть, чем ходить. Вот. И я воспользовалась тем, что он был занят. Прихожу, смотрю, Алена шагает моего коня Альберта. Я говорю, Алена, дай посидеть. Она не Я испугалась? просто нет. Я говорю, я просто посижу, чтобы понять, могу я сесть или нет. Я села, смотрю, я сижу. Думаю, попробую. Я говорю, пройдусь шагом. Прошлась шагом, смотрю, нормально. Руки только не держит, я повод намотала на руки, потому что кулаки не могу сжимать. А потом там и Алена что-то завозилась. Я думаю, тогда я рысью попробую, Сразу? пока никто не Прям в выйдет. первый раз? День. Да. Я проехала рысью в стеночку. Говорю, это нормально. Сейчас попробую пиаф. Не забыл он. Я попиафировала, попассажировала, но правда это было еще корявенько, потому что ног не хватает, и я села просто в обычных ботиночках, не в сапогах, не в шпорах. Вот. Он попиафировал, отпассажировал. Алена это сняла на видео, потому что ей было это удивительно. Она говорит, вы сказали только пошагать. Сняла на видео на мой телефон. Я слезла, пришла к Толику и сказала, все, Толик, я ездить могу, вот видео. Я поездила, уже свершилось. Свершилось. Все, я теперь по чуть-чуть буду каждый день садиться. Вы были не против, чтобы она садилась верхом? Для нее это жизнь. Это нормальное явление, так сказать. Я позвонил врачам, спросил. Они спросили, как давление, как пульс. По крови мы не сдавали в последний период времени анализы какие-то. Но и не было необходимости после того, как мы выписались. Поэтому общее состояние, так сказать, ее было неплохое, так сказать, и было ясно, что нужно накачиваться, нужно тренироваться, так сказать, от этого никуда не денешься. Поэтому Вам не страшно, на чем тренироваться? Садиться всегда. Да нет, мне страшно всегда, когда она занимается, да. Это естественно, так сказать, но это такой страх, так сказать, как за любого человека, который, естественно, немножко больше, чем за любого человека. Но с этим приходится бороться все время, так сказать, и у меня и дочь занимается, и сам я тоже иногда присаживаюсь на лошадь, ну а что делать? Так, Это у нас боевой манеж, как мы называем. Тут мы съезжаем все наши езды, готовимся к стартам. Это полноразмерный 20 на 60 манеж. В котором тоже вы сделали новый грунт. Да, новые грунты, абсолютно новый манеж. Вот. И сейчас вот у меня девчата тренируются, Евгения Гунфинкин, Алена Марковкина. Они помогают мне очень сильно, потому что я могу поездить на 2, на 3 лошадях. Сяди, спинку прогни. Вот. И мягко уедь на эту руку. Вот сейчас хорошо прибавила. Молодец. И рысью. Вокруг меня. Опусти левую руку чуть. Выводи лошадь правой рукой вверх. Правой. Правой вверх. Инесса и Анатолий всегда поражали меня своим гостеприимством, простотой, умением создать вокруг себя уют и приятную атмосферу. Гуляя по этому конноспортивному комплексу в Германии, я постоянно ловила себя на мысли, как же здесь все напоминает новый век. Даже розы, которые так обожает Инесса, точь-в-точь, как в Подмосковье. И мы ждем вас на всех соревнованиях, которые у нас будут. Я не знаю, какие будут. Но на любых, которые бы не состоялись, ты знаешь, что мы тебя всегда рады видеть.